Всем привет, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этой серии видео мы свяжем с вами вот такую круглую скатерть крючком. Она супер красивая и нежная, да и вообще, если честно, у меня нет слов, чтобы описать красоту этой скатерти. Я думаю, что каждый из вас, кто вяжет, понимает, что только мы, особенно после завершения работы, видим результат так, как никто другой. И испытываем неописуемые чувства после окончания вязания. Напишите в комментариях, если у вас так же. Если вы всегда хотели связать скатерть, но не решались из-за страха не завершить работу, так как это все-таки тяжело вязать такой масштаб, то эта скатерть создана именно для вас. Она очень и очень легко и быстро вяжется. Здесь нет какого-то сложного узора, больших и нудных раппортов. Я вязал каждый день и ушло у меня на нее около 3 недель. Диаметр этой скатерти 160 сантиметров. По схеме в этой скатерти 111 рядов, но я провязал 127, немножечко увеличив ее диаметр. Я вязал вот такой пряжей. Это бразильская марка пряжи. В этом матке 1000 метров, чуть больше 150 граммов в этом матке. Рекомендуемый крючок 1,25 мм, но я вязал крючком 1,75 мм, потому что эта пряжа не самая тонкая, и этот крючок под нее великолепно подходит. И несмотря на то, что я взял крючок больше, чем нужно, вы как видите, вязание у меня не получилось рыхлым. На эту скатерть у меня ушло 480 граммов этой пряжи, или 3200 метров. В процессе вязания вот эти места, то есть вот эти лучи, ананасы вот в этих местах, то есть вот эти сами ананасы, вот эти тоже, и вот здесь дальше вот эти лучи. То есть может показаться вам, что арки вот эти слишком большие, и будет вязание выглядеть вот таким образом. То есть арки здесь будут сборить, как будто очень много воздушных петель, больше, чем нужно. Но как видите, по завершении работы у меня все идеально ровно. Поэтому если в процессе вязания вам будет казаться, что у вас слишком много воздушных петель, или вы делаете что-то не так, не переживайте. Если вы вяжете по видео, то у вас получится то же самое. Я тоже переживал то, что у меня что-то не так получается. Я думал распустить и уменьшить количество воздушных петель, но я все-таки решил продолжать вязать. И как видите, результат у меня вот такой получился. По завершении работы я скатерть просто бросил в стиральную машинку, поставил на самый короткий режим. Она у меня постиралась, и я ее просто во влажном виде в разные стороны хорошо растянул, чтобы у меня все петельки встали на свои места. И я ее просто погладил утюгом с изнаночной стороны прямо на самом столе. И когда я ее уже на стол положил, придал ей форму руками просто еще до глажки, я уже понял то, что у меня здесь все ровно, всего хватает и ничего нет лишнего. По схеме в этой скатерти нет вот этой сетки. Здесь сразу после вот этих полосок, после ананаса, идут у нас просто один ряд вот этих арок, а затем сразу же идет вот эта обвязка. Но так как мне не хватало размера, я провязал еще несколько рядов вот этих просто арок. Если вам не нужна будет вот эта сетка, и вы сразу же после вот этого ананаса прям по схеме будете вязать сразу вот эту обвязку, то вы там можете свериться со схемой. Здесь сразу после этого начального момента я схему приложу, вы можете посмотреть. То есть обвязка здесь выглядит вот, у нас вот такие большие арки из таких столбиков и маленькие арки из столбиков. Итак, вот эти большие арки у нас всегда вот ровно над ананасами идут. И идут просто две вот такие маленькие. Но вы там подгоните уже под свой размер скатерти. Может быть, вы будете вязать больше или наоборот будете так же, как по схеме вязать. То есть вы уже посмотрите по ситуации. Тут обвязка вообще абсолютно простая, просто столбиками, как видите, обвязаны арки. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к мастер-классу. Поставьте этому видео лайк, вам не сложно, а для меня это очень важно. Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди вот так скрещиваю, придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить и цепляем вторую, протягиваем ее. У нас здесь образуется вот такая петелька. И теперь в эту петельку нам нужно зацепить рабочую нить и вытащить ее. Сейчас вот так я придерживаю сначала пальцем, вытаскиваю аккуратно кольцо, вот чтобы не развалилось, придерживаю его. И теперь уже протягиваю рабочую петлю в эту нашу петельку и затягиваю. Вот получилось наше кольцо амигуруми. Еще раз показываю. Кладем нить на палец, оборачиваем и скрещиваем, придерживаем. Под первую нить вставляем крючок, вытягиваем вторую. У нас здесь вот она петля. И теперь сюда протягиваем нашу рабочую
петлю и затягиваю. Теперь нам в это кольцо нужно провязать 18 столбиков без накида. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, она у меня за столбик не считается. И теперь в это кольцо я провязываю 18 столбиков без накида. Крючок в кольцо, цепляем нить и провязываем столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5. Итак, провязываем самостоятельно в это кольцо 18 столбиков без накида. Если вот у меня сейчас места не будет хватать, чтобы столбики вот эти провязывать, я вот так немножечко хвостик подтяну и дальше буду провязывать. Все, провязываем 18 столбиков без накида. Итак, вот я провязал в кольцо 18 столбиков без накида, считаю вместе с вами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот она малюсенькая корявая петля, это воздушная петля подъема, мы ее не считаем за столбик. Теперь я возвращаю крючок в рабочую петлю. И вот этот хвостик, который у нас там болтается, мы за него тянем и аккуратно соединяем наши вот эти столбики воедино. То есть соединяем в кольцо, замыкаем этот ряд. Чересчур сильно не тяните, чтобы случайно не оборвать эту нить. Теперь этот хвостик, вот я затянул, этот хвостик теперь я кладу вот так сверху рабочей нити. И теперь крючок вставляем в первый столбик без накида, не вот в эту корявую петлю, а вот в первый столбик без накида. Вставляем крючок и соединяемся соединительной петлей. Вот так. Все. Этот хвостик сейчас мы спрячем под столбиками второго ряда. Все. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Я вот этот хвостик возвращаю вот так сейчас сверху нашего вязания и буду вплетать, прятать под столбиками. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, два, 3. И еще одна воздушная петля, как арка. То есть у нас столбик с накидом и арка одной воздушной. Теперь накид. Вот из этого столбика мы выходим. В следующий столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Опять накид. В следующий столбик вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Опять одна воздушная, накид, в следующий столбик. При этом я вот эту ниточку прячу под столбиками. Вот мы отсюда выходим в следующий столбик без накида, вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. Опять одна воздушная. Все, провязываем таким образом ряд до конца. В каждый столбик мы вяжем столбик с одним накидом, и между всеми столбиками одна воздушная петля. Получается, у нас остается также 18 столбиков с накидом и 18 арок по одной воздушной петле. Провязали второй ряд до конца, выполнили последнюю одну воздушную петлю и теперь соединяемся с первым столбиком. Но можно соединиться даже не в воздушные петли подъема, а прям вот за сам столбик, за этот первый начальный наш. Воздушные петли подъема зацепились и выполнили соединительную петлю. Вот таким образом. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид, и в эту же арку сюда же выполняем еще один столбик с одним накидом. Вот так. То есть выполнили 2 столбика с накидом в арку одной воздушной петли. Теперь выполняем опять накид и уже в следующую арку одной воздушной также провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, накид и второй. Опять в следующую арку 2 столбика с одним накидом. Итак, провязываем ряд до конца. В каждую арку одной воздушной петли выполняем 2 столбика с одним накидом. Сами столбики предыдущего ряда мы пропускаем, вяжем только в арке. Вот так у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с накидом. И теперь в третью воздушную петлю подъема
То есть, грубо говоря, в вершину первого столбика. Вот так просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Как первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля как арка, накид. И в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. 1 воздушная, столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная, столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик выполняем столбик с одним накидом и между всеми столбиками по 1 воздушной петле. Провязали четвертый ряд до конца, выполнили последний столбик, 1 воздушную петлю и теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Все, таким образом наш четвертый ряд завершен, и у нас здесь должно получиться 36 столбиков с накидом и 36 арок по 1 воздушной петле. Теперь приступаем к пятому ряду, он у нас будет точно такой же. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом в следующий столбик. 1 воздушная петля, накид, столбик с одним накидом в следующий столбик. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждый столбик выполняем столбик с одним накидом и между всеми столбиками по 1 воздушной петле. Провязали пятый ряд до конца, выполнили последний столбик и 1 воздушную петлю и соединяемся прям вот так можно за сам столбик соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к шестому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть в этом ряду мы будем вязать вот так же, как здесь вязали. В каждую арку 1 воздушной петли провязываем по 2 столбика с одним накидом. То есть сами столбики пропускаем предыдущего ряда, а вяжем только в арке 1 воздушной. По 2 столбика с одним накидом. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали шестой ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с одним накидом. И теперь с первым столбиком, в нашем случае в третью воздушную петлю подъема, просто соединяемся соединительной петлей. И у нас здесь должно получиться 72 столбика с одним накидом. Теперь приступаем к седьмому ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, еще 1 воздушная петля, как арка, накид. И в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. То есть мы выполнили 2 столбика с накидом и 1 воздушная петля между ними. Теперь вот у нас следующая пара столбиков идет. Мы также сразу же после этого столбика выполняем тоже столбик уже в следующий столбик. И выполняем 1 воздушная, накид и столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть, если раньше мы здесь вязали столбик воздушная, столбик воздушная, столбик воздушная, везде одинаково было. Здесь у нас, вот она, идет пара столбиков, и мы в нее также выполняем по столбику и 1 воздушная между ними. Опять пара столбиков и 1 воздушная между ними. То есть, вот между этими у нас нет воздушной. Вот провязали первые 2 столбика, 1 воздушная. Опять 2 столбика, воздушная, а между ними здесь нету. Теперь также. Вот у нас следующая пара столбиков идет. Выполняем в первый столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом в следующий столбик. Теперь в следующий также столбик, воздушная и столбик в следующий столбик. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть у нас получается столбик воздушная, столбик. Столбик воздушная, столбик, столбик воздушная, столбик и столбик воздушная, столбик. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 7-й ряд до конца, выполнили последний, здесь у нас столбик, воздушная петля, столбик. И теперь самым первым столбиком, то есть где у нас воздушные петли подъема, мы можем соединиться вот так, также просто за сам столбик, не прям в воздушную петлю подъема, вот так.
То есть у нас в этом ряду получилось 36 арок по одной воздушной петле. Теперь приступаем к 8 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля как арка, накид, и в эту же арку одной воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. То есть провязали столбик, 1 воздушная петля, столбик в арку одной воздушной петли. Затем сразу же в следующую арку, то есть столбики мы пропускаем, и в следующую арку провязываем то же самое. Столбик с одним накидом, 1 воздушная и еще один столбик с одним накидом. Опять накид, пропускаем эти 2 столбика и в следующую арку одной воздушной петли провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и еще один столбик с одним накидом. Все, вяжем таким образом ряд до конца, то есть столбики мы пропускаем, а вяжем только в арке одной воздушной. 2 столбика, 1 воздушная между ними. Опять 2 столбика, 1 воздушная между ними. Провязали 8 ряд до конца, выполнили последние 2 столбика с накидом, 1 воздушная между ними. И теперь с первым столбиком мы соединяемся соединительной петлей. Можно также вот прям за сам столбик соединиться вот так соединительной. И здесь в этом ряду у нас также остается 36 арок по одной воздушной петле. Теперь приступаем к 9 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петля как арка, накид, и сюда же в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. То есть мы точно так же, как и в предыдущем ряду, в арке одной воздушной петли будем провязывать 2 столбика с накидом и 1 воздушная между ними. Только теперь между такими группами тоже добавляется 1 воздушная. Вот так. 1 воздушная. И теперь в следующую арку между следующей парой столбиков одной воздушной петли мы провязываем также столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом сюда же в эту же арку. Опять 1 воздушная. И в следующую арку одной воздушной провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и сюда же столбик с накидом. Вот так. Опять 1 воздушная и в следующую арку столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Опять 1 воздушная. Вот так у нас получается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 9 ряд до конца, выполнили 1 воздушную петлю последнюю, и теперь вот так за сам первый столбик, за воздушные петли подъема просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 10 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, 1 воздушная как арка, накид, и сюда же в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. То есть мы будем вязать вот такие же наши группы столбиков. То есть 2 столбика с одним накидом и 1 воздушная между этими столбиками. А между самими такими группами у нас теперь будет разделение 2 воздушные. 1, 2, накид. То есть вот эту арку мы пропускаем, а в арку вот между вот этими столбиками провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 воздушные, накид, вот эту арку пропускаем, а между столбиками вот здесь провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Опять 2 воздушные. То есть вот так у нас получается в этом месте. Все то же самое, что и в предыдущем, только у нас была 1 воздушная, а теперь 2 воздушные петли разделения между такими группами. А здесь у нас также по 1 воздушной остается. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 10 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли. И также прям за сам столбик мы просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 11 ряду. Он у нас будет точно такой же, как и 10. Выполняем 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом, 1 воздушная как арка, столбик с одним накидом сюда же в эту же арку, 2 воздушные, накид. Вот эти арки 2 воздушных мы будем везде пропускать, а в арку между столбиками 1 воздушной петли выполняем то же самое. Столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом сюда же.
опять 2 воздушные, накид, арку 2 пропускаем, а в арку 1 воздушной между столбиками провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. То есть ряд точно такой же, как и предыдущий. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 11 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и также за сам столбик соединяемся просто соединительной петлей. Все, таким образом наш 11 ряд завершен. Вот что у нас получается. То есть у нас вот они идут полоски такие, получается, вот из наших вот таких галочек. У нас их всего 36 таких полосок должно быть. Если хотите, вы можете пересчитать, чтобы вдруг нигде не ошибиться. Вот так, 36. Теперь приступаем к 12 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 воздушные петли, как арка. Накид. И сюда же, в эту же арку 1 воздушной, провязываем столбик с одним накидом. То есть, если раньше мы вязали столбик, 1 петля, столбик, в этом ряду у нас будет так же, как и в предыдущем, только столбик, 2 петли, столбик. И между такими группами у нас также остается 1, 2, 2 воздушные петли, накид. И в следующую арку 1 воздушной, то есть вот это пропускаем. И в арку между столбиками 1 воздушной петли провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные, накид и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Опять 2 воздушные, накид, в следующую арку 1 воздушной провязываем столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом сюда же. Опять 2 воздушные. Все, вот что у нас получается. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные и за сам столбик, так же как и раньше, просто соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к 13 ряду, он у нас будет точно такой же, как и предыдущий. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку, 2 воздушные, накид, вот эту арку пропускаем, а в арку между столбиками выполняем также столбик с одним накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные. И продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То же самое, что и в предыдущем. 2 столбика и между ними 2 воздушные. И между такими группами тоже 2 воздушные. Провязали 13 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные и за сам столбик просто соединились соединительной петлей. Теперь приступаем к 14 ряду. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, как арка, накид, и в эту же арку выполняем еще один столбик с одним накидом. То есть выполнили 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли между ними. В этом ряду у нас разделение между вот этими нашими полосками будет 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и между следующими столбиками в арку 2 воздушных петель выполняем столбик с накидом, 2 воздушные и столбик с накидом, 3 воздушные. И продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То есть у нас здесь остается также столбик, 2 петли, столбик, а между этими полосками 3 воздушные петли. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 14 ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли и за сам столбик, как и раньше, просто соединились соединительной петлей. Теперь приступаем к 15 ряду. Этот ряд у нас будет точно такой же. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, как арка, накид, и в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И в следующую арку между столбиками, то есть вот эту пропускаем, и вот в эту арку 2 воздушных выполняем то же самое. Столбик с одним накидом, 2 воздушные, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Опять 3 воздушные. И вяжем таким образом ряд до конца, точно такой же, как и предыдущий. Вот в эти полоски у нас получаются вот такие. Столбик с накидом, 2 петли, столбик с накидом. И между ними у нас 3 воздушные.
Провязали 15 ряд до конца, и после последних 3 воздушных петель также за сам столбик, за воздушные петли подъема соединились просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 16 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли как арка, накид, и в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. То есть, как обычно, 2 столбика с накидом и 2 воздушные петли между ними. Теперь разделение между вот этими группами у нас будет 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид. Вот эту арку 3 петель пропускаем, и в арку 2 петель, как обычно, выполняем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То есть вот эти группы у нас также остаются. Столбик, 2 петли, столбик. А между ними 4 воздушные. Провязали 16 ряд до конца, выполнили последние 4 воздушные петли. И за сам столбик, также в начале, как и раньше, соединились просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 17 ряду. Он у нас будет точно такой же. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли как арка, накид и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4, накид, и в следующую арку 2 воздушных петель также выполняем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. И опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. То есть точно такой же ряд. Все, вяжем таким образом до конца. 18 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли как арка, накид, и в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. Теперь у нас разделение будет 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в следующую арку 2 воздушных петель, 2 воздушные, столбик с одним накидом в эту же арку, 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Все то же самое, только у нас теперь разделение 5 воздушных. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 19 ряд. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли как арка, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. И в этом ряду у нас будет точно так же, как и в предыдущем. Разделение, вот сейчас арка, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с одним накидом в следующую арку 2 воздушных петель, 2 воздушные, столбик с одним накидом в эту же арку. То есть все то же самое, что и в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Все, продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Теперь приступаем к 20 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. 1, 2. То есть выполнили 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 2 воздушные и еще 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть вот так у нас получается 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Затем выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. Вот эти арки мы большие пропускаем, и в следующую арку 2 воздушных петель выполняем столбик с одним накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом. И вот так мы будем чередовать. Сначала вот такая группа, потом такая же, как и была раньше. И 4 воздушные между ними. Выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 2 воздушных петель выполняем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные
И 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 2 воздушных петель выполняем столбик с одним накидом, 2 воздушные и столбик с одним накидом. Опять там 4 воздушные, и у нас вот такая группа. То есть вот таким образом чередуем и вяжем ряд до конца. Провязали 20 ряд до конца. Вот у нас везде чередуются вот так вот эти столбики и вот такие, как раньше вязали, везде через один. И между ними по 4 воздушные. Сейчас в конце ряда я также сделал 4 воздушные петли. И теперь с самым первым столбиком в вершину, то есть это в третью воздушную петлю подъема в нашем случае, соединяюсь просто соединительной петлей. Отмечайте меня на фото своих работ в Инстаграм хэштегом «Вяжу с Дуду». Ваша обратная связь очень интересна, очень важна для меня. Я просматриваю ваши работы по этому хэштегу, лайкаю, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, было полезным, интересным. Мне будет очень приятно об этом узнать, ну а ваши лайки скажут об этом лучше всего. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и заглядывайте ко мне в Инстаграм. А с вами был я, Эд. До скорого!